Недавно меня спросили, надо ли тренироваться во время голодания. Поговорим об этом. Столько людей думают, что нужно есть перед тренировкой, чтобы получить энергию, по разным причинам. Обсудим сначала 4 переменных в тренировках. Есть тип тренировок, интенсивность тренировок, как сильно вы тренируетесь, продолжительность, как долго вы тренируетесь, и восстановление. Цель тренировок — повысить фитнес, укрепить здоровье всего организма или какой-то системы, чтобы стать более сильным, более здоровым, чтобы снизить количество стресса. У тренировок много плюсов, и это лишь их малая часть. Вы нагружаете свое тело, вводите его в состояние стресса, а затем оно к нему адаптируется, становится крепче и прочнее. Не нужно перебарщивать с нагрузкой, потому что это плохо влияет на сон, мешает избавиться от воспалений и уменьшает пользу. Поэтому надо выяснить свои оптимальные интенсивность, продолжительность, восстановление. Если вы перетренировались и дали себе лишь несколько часов на отдых, то вы не увидите никаких изменений. Все хорошее происходит во время восстановления. Восполнение запасов гликогена, рост новых капилляров, новых митохондрий, восстановление структуры клеток, восстановление ферментов. А ферменты выполняют всю работу в организме. Выведение молочной кислоты. Если в теле много молочной кислоты, которую тело не может израсходовать, ведь тело может использовать ее как топливо, это может вылиться в лактоацидоз, который может вызвать синдром беспокойных ног, проблемы с дыханием и много других проблем. Я делал об этом видео. Еще тут участвует эндокринная система. Происходит всплеск гормона роста, который способствует не только росту мышц, но и росту других белков и вообще в восстановлении белков. Еще увеличивается рост такого гормона, как глюкагон, который по сути помогает сжигать жир. Проблема заключается в том, что когда вы едите перед тренировкой или делаете карбозагрузку, чего я очень не рекомендую, вы уменьшаете выработку гормона роста и потенциально можете повысить количество молочной кислоты в теле, потому что она формируется при распаде глюкозы, и вы серьезно снижаете способность сжигать жир. Потому что если вы поедите, тело будет сжигать калории, которые вы съели, а не ваши собственные. Когда же вы голодаете, у вас дополнительно увеличивается выработка гормона роста, ведь тренировки стимулируют гормон роста. Голодание тоже его стимулирует. Если их совместить, то вы значительно повысите гормон роста. В голодании замечательно и то, что оно дает огромный восстановительный эффект, просто огромный скачок в восстановлении. Это вам пригодится, когда организм будет пытаться оправиться от нагрузки и стресса, чтобы образовать новые капилляры и митохондрии, чтобы структура клеток восстанавливалась еще лучше. Тренировки во время голодания могут усилить сжигание жира на 20-30%, а еще это помогает от инсулинорезистентности. Некоторые едят углеводы перед тренировкой для того, чтобы вызвать большой всплеск инсулина, чтобы нарастить больше мышц. Но проблема кроется в том, что это также усиливает инсулинорезистентность. Телу не нравится столько углеводов. Чем сильнее инсулинорезистентность, тем меньше вы будете усваивать аминокислот, белков и нутриентов. А голодая, вы увеличите свою общую чувствительность к инсулину, а также его эффективность. Поэтому вы можете усваивать больше аминокислот и нутриентов. Я знал одного парня, он тренировался, хотел нарастить мышцы, потреблял столько-то калорий и много углеводов. Он перешел на кето с интервальным голоданием, похудел и захотел потом набрать вес. Но на этот раз он сделал все по-здоровому. Он стал потреблять максимум 50-60 грамм углеводов в день, все еще на кето, и начал наращивать больше мышечной массы, просто потому что снизил инсулинорезистентность.
До этого он потреблял определенное количество калорий, но при этом не мог усваивать нутриенты и белок. Теперь же с теми же калориями, но с другой едой и без инсулинорезистентности, он наконец-то смог усваивать нутриенты. Это и помогло нарастить мышцы. Что касается типа тренировок, тут все зависит от восстановления. Если восстанавливаетесь вы очень хорошо, занимайтесь аэробными тренировками. Низкая интенсивность, прогулки, что-то легкое. А затем переходите к чему-то более анаэробному. Подойдут тренировки высокой интенсивности, комплексные упражнения на сопротивление, когда задействуется как можно больше мышц. С высокой интенсивностью это будет очень полезно для выработки гормона роста. Короче говоря, да, нужно стремиться тренироваться во время голодания, потому что это очень полезно, главным образом для восстановления. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео.